Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня приглашаю вас на мастер-класс по вязанию вот таких кроссов. Замечательные кроссовочки, которые подойдут любой женщине, и носить мы их сможем летом, весной и осенью. Я думаю, что вам эта моделька понравится, и вы будете ее вязать с удовольствием. Вяжется она просто. Если, друзья, вы еще не подписаны на канал, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Подпишитесь, нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, и вы всегда будете первыми получать уведомления о новых видео, которые будут выходить на канале. Ну а сейчас мы с вами начинаем мастер-класс. Подошву вы можете подобрать любую, желательно, чтобы она была или на небольшой платформочке, или вообще без платформы, не на каблучке. У меня вот такая, 36 размер, вот так пробиты отверстия. Отверстия пробиты все на расстоянии 1 сантиметр. Я сейчас вам покажу, чтобы вы четко понимали. Вот видите, 1 сантиметр между каждым отверстием здесь. Вот таким образом, если не пробита подошва, пробейте сами шилом, разметку сделайте и пробейте по всей окружности. Вот, если вы хотите знать, где я покупаю подошвы, вот здесь будет ссылочка наверху, перейдите и посмотрите. Пряжа Фило Дискозия номер 5. Это итальянская пряжа, очень хорошего качества, 100% катон, на 100 грамм 272 метра. Вязать буду в одну нить крючком 2,5 миллиметра. Итак, начинаем с обвязки подошвы. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 отверстие от центра подошвы. Я начинаю обвязку. 10 отверстий, это значит провязывается 30 петель. Вот в первое отверстие, в 10 я провязываю 1 столбик без накида. Очень легко по отверстиям, когда вы размерили подошву, одинаково с той и с той стороны отмерять. 1 столбик без накида, в следующее отверстие провязываю 3 столбика без накида. И теперь буду по всей окружности в каждое отверстие провязывать 3 столбика без накида. Первый, в это же отверстие второй, в это же отверстие провязываю третий. Конец нити вот так я сюда обвязываю, чтобы его не обрезать. Сюда же третий столбик без накида. И сразу в следующее отверстие начинаю вязать следующие 3 столбика без накида. Первый. Второй. Вяжу я довольно туго, ну не так, чтобы совсем прям, ну регулирую натяжение нити. Третий. И перехожу к следующему отверстию. Снова 3 столбика без накида. Вот так по всей окружности. Этот ряд у нас ряд обвязки. Уже к нему мы будем прикрепляться. И третий столбик без накида. Продолжаем так вязать до конца ряда, вот до этого первого отверстия. Вот я провязала здесь 3 столбика без накида. И вот сюда надо еще 2 довязать. Тут мы провязали 1, теперь второй и третий. Все, в первую петлю начала ряда соединительный столбик. Так, раз, или скользящая петля, воздушная петля подъема. И теперь нам нужно отсчитать вот эти вот, мы просчитали 10, в 10 отверстие мы начали вязать. Это от центра подошвы. Вот 10 отверстие начинается. Теперь сюда также точно просчитываю. И вот в начало первую петлю этого 10 отверстия ставлю маркер. Вот сюда мы теперь будем вязать до этой петли, вот до нее будем вязать следующий ряд. Теперь мы
Провязываем от начала ряда до маркера столбики без накида. В каждую петельку предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Продолжаем так вязать до маркера на той стороне. Вот, дошли до маркера. Провязываем последние тут столбики без накида. И вот последняя петелька, это та, которую мы вставили, это первая петля 5-го отверстия. Снимаем маркер и переставляем на эту петлю. Нить протягиваем в начало ряда и следующий ряд начинаем вязать уже по узору, чередуя короткие и длинные столбики. Значит, смотрите, первая петля, с которой мы начинали, вот она. Мы начинаем со второй петли этот ряд. И здесь у нас будет обычный столбик без накида из петли прошлого ряда, предыдущего ряда. Провязали столбик без накида. Теперь опускаемся на ряд ниже. И следующий столбик провязываем из петли предыдущего ряда. То есть через ряд провязали. Это будет длинный столбик. Сейчас поближе покажу, чтобы вам было хорошо видно. Следующий провязываем из петли предыдущего ряда опять столбик без накида. Это у нас короткий столбик. Дальше опускаемся на ряд ниже. Провязываем длинный столбик. Вот такие. Снова из петли предыдущего ряда. Следующий через ряд. Вот сюда в самый низ будем опускаться. Вот это у нас короткий столбик. И теперь длинный, вот самый низ к подошве. Провязали. Следующий снова из петли предыдущего ряда и опять опускаемся на ряд ниже. Смотрим по предыдущему ряду, где у нас петли, чтобы мы не провязали лишних столбиков или не пропустили какой-нибудь. Вот так вяжем короткий столбик, затем длинный столбик. По 3 столбика над каждым отверстием должно у нас четко получаться. Вот так чередуем длинный, короткий, вяжем до маркера и переставляем маркер на петлю. Теперь следующий ряд. Вот у нас также точно проверяем, что мы вот здесь, у нас начало ряда, вот здесь в 10-м отверстии первая петля. И здесь то же самое, считаем все отверстия и проверяем, где мы закончили. Да, точно так же. Первое отверстие, первая петля 10-го отверстия. Теперь нить возвращаем в начало ряда. И вот смотрите, здесь у нас было первый столбик короткий был, мы с него начинали, вот этот. А дальше был длинный второй. Вот над ним мы начинаем вязать короткий столбик. Первый. Провязываем короткий столбик. Следующий у нас идет короткий по узору. Над ним мы вяжем длинный, то есть опускаемся на ряд ниже, вот сюда. Через ряд провязали
Потом над длинным столбиком снова провязываем короткий. Вяжем то же самое, что в предыдущем ряду, но в шахматном порядке. Через ряд опускаемся, провязываем длинный столбик, над длинным столбиком провязываем короткий. Над коротким провязываем длинный. Тут хорошо видно даже отверстие, куда вниз мы вводим крючок. Над длинным столбиком короткий, над коротким, здесь между длинными короткий, и вот есть отверстие во втором ряду. Вот видите, над длинным короткий провязали, а вот здесь вот это отверстие, его видно прям. Потом опять короткий, опять длинный, опять короткий будет, опять длинный. И вот таким образом мы их провязываем. Узор несложный, вязать его легко, но затем потом очень хорошо держится форма на обуви. Я люблю этим узором вязать пяточки, вот боковые части нижние на подъем, потому что просто шикарно форму держит. Плотный получается, красивый. Вот так вяжем в шахматном порядке. Длинный, короткий, длинный, короткий. Над длинным всегда начинаем ряд. Следующий ряд над вот этим длинным будем начинать. Вяжем до маркера. Я сейчас покажу, как заканчивать тут ряд. Вот здесь у нас идет последние столбики, провязываем. Короткий. Дальше идет длинный. Короткий над длинным. Дальше у нас идет длинный. И вот у нас последний остался длинный, над ним вяжем короткий. Забираем петлю с маркера. Вот протянули и забрали петлю с маркера. И теперь все три вот эти петли провязываем вместе. Вот видите, мы начинаем ряд коротким столбиком над длинным и заканчиваем ряд коротким столбиком. И вот эта петля, которая на маркере, будет провязываться вместе с последним коротким столбиком. Вернули снова нить в начало ряда. Ищем, где у нас первый длинный столбик. Вот он. И как в предыдущем ряду, вот здесь мы начинали ряд над длинным столбиком, теперь над этим длинным. Начинаем вязать, провязываем первый короткий столбик из петли предыдущего ряда. И дальше по рисунку в шахматном порядке опускаемся вниз через ряд. Длинный столбик, над длинным короткий, над коротким длинный. Над длинным короткий, над коротким длинный. Вот так мы их и вяжем. Очень просто. Не забываем следить, чтобы у нас нить, которую мы протянули, чтобы она не осталась за бортом. Надо ее обязательно ввязывать. Нить уплотняет вязание еще более. Вот так вяжем сюда до маркера. Здесь мы заканчиваем точно так же. Начинаем ряд потом вот здесь над длинным столбиком. Заканчиваем коротким последним. Тоже вот доходим, короткий провязываем вместе с петлей на маркере. И так продолжаем вверх. Вяжем несколько рядов. Я думаю, 6 рядов надо провязать. Сейчас еще раз. Еще раз конец ряда покажу. Вот короткий столбик над длинным. Дальше идет длинный столбик над коротким. И последний у нас короткий столбик. Тут длинный. Мы над ним вяжем короткий. Вот
Вводим крючок, вытягиваем нить, снимаем петлю с крючка, с маркера и провязываем 3 петли вместе. Все, закончили ряд, переставили маркер на петлю. Вот так, все. Нить вернули в начало ряда. И вот здесь у нас над длинным будет последний короткий. Снова, когда будем заканчивать ряд, вот здесь короткий вместе с петлей на маркере. Потом вот здесь будет длинный и так далее. Поднимаемся вверх. Здесь всегда начинаем над длинным столбиком. Видите, у нас каждый ряд начинается над длинным столбиком коротким и заканчивается коротким. Вот так я провязала всего тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. Этого достаточно для подъема. И теперь я вот эту петлю просто сняла, чтобы показать. Мы ее оставляем, и здесь я начинаю провязывать соединительные столбики вдоль верха. Вот извините, сейчас у меня камера ушла вниз, сейчас подвину немножко. В каждую петельку вот сюда вдоль верха этой же нитью, не обрезая, я вяжу такую косичку из соединительных столбиков. Она нам пригодится для того, чтобы сделать впереди обвязочку. Так что провязываем вот так косичку. Видите? Просто соединительные столбики в каждую петелечку. Не очень удобно держать на камеру просто. Она у меня уходит. Ну, я думаю, что вы справитесь. Соединительные столбики вдоль всей вот этой передней части провязываем такую косичку. Можно, в принципе, ее не вязать, но потом будет сложно, когда мы провяжем перед, будет сложно привязываться здесь для того, чтобы сделать верхнюю обвязку переда. А так будет косичка, и за нее будет легко привязаться. Вот таким образом проходим до той стороны и провязываем вот такую вот косичку из соединительных столбиков сюда до угла. Довязали до угла. Вот такая у нас получилась косичка впереди. Даже если не делать обвязку, все равно это будет на изделии смотреться очень симпатично. Теперь мы закрепляем нить воздушной петлей и обрезаем ее. Все. Вот мы здесь перед закончили. Теперь начнем вязать боковые части. Я беру нить другого цвета. Вот такая у меня тут она трехцветная практически получается. Сиреневая однотонная была, да, сейчас у меня сиреневый такой светлый, темный и белый на этом мотке. Ну вот в изделии смотрится очень хорошо. Начинаем вязать. Берем с первой петли, вот от передней части отступаем одну петлю и с первой петли привязываемся к боковой части. Дальше в каждую петлю подъема вот здесь по передней части провязываем столбик без накида. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Вот сюда в угловую петлю 7 столбик. Дальше разворачиваемся, обрезаем конец нити, которую мы сюда ввязали, воздушная петля подъема, разворачиваемся. Вот здесь у нас был конец нити от переда, тоже его сейчас вяжем сюда. 1, тоже столбики без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в угловую петлю, 7 по лицевой, 7 по изнаночной. Теперь на боковой части 2 соединительных столбика, 1, и в следующую петлю еще 1 соединительный столбик, 2. Разворачиваемся. Вот 7 по лицевой, 7 по изнаночной у нас получилось. Вяжем снова лицевой ряд. Начинаем вязать со второй петли от крючка. Это у нас 2 воздушные петли. И вот сюда первую петлю вяжем под первый соединительный столбик. 1 столбик. Дальше в каждую по боковой части 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в угловую, воздушная петля подъема, разворачиваемся и по изнаночной самой первой петли от крючка провязываем тоже 8 петель, 8 столбиков. Первый, второй, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в угловую петлю, 8 по боковой части 2 соединительных столбика, первый, второй, разворачиваемся на лицевую часть. Вот теперь у нас будет 9 столбиков. Со второй петли от крючка у нас всегда прибавляется в лицевом ряду 1 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Воздушная петля подъема, разворачиваемся и по изнаночной стороне 9 столбиков. Вяжем так дальше. В каждом ряду у нас получается на 1 столбик больше. И вот такой ровненький у нас получается боковой вот здесь вот элемент. Сколько рядов всего я провязала, сейчас я посчитаю, вам скажу. Вот, получилось у меня 14 рядов провязанных. Вот таким образом. Здесь нить обрезаю. И теперь будем вязать эту сторону. Вяжется она аналогично, но начинаем мы вязать уже не по лицевой стороне, а с изнаночной. И у нас будет прибавление петель уже на изнаночной стороне, когда мы вяжем изнаночный ряд. Поэтому намечаем вот здесь параллельно маркер. Считаем, сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, вот до середины 9. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9 до середины 9. Ровненько ставим маркер. Вот сюда мы доходим. Мы уже знаем, нам не надо контролировать, пересчитывать. Вот здесь мы остановимся. И начинаем вязать эту сторону. Первая петля по боковой части, вот здесь, привязываемся, столбик без накида. И идем сюда. Вяжем первые столбики по боковой части переда. 1, 2, 3. Конец нити я ввязываю сюда. 4. 5. 6. И в верхнюю угловую петлю 7. Вот также 7 петель, воздушная петля подъема, разворачиваемся и провязываем 7 столбиков в обратном порядке с первой петли от крючка. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше следующие 2 петли по боковой части, 2 соединительных столбика. 1, 2. Разворачиваемся. Со второй петли от крючка теперь у нас должно быть 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся на лицевую часть. Продолжаем вязать. Сейчас покажу совсем близко, поближе, чтобы вам видно было. Вот с этой петли мы начинаем ряд.
вот так придвину. Смотрите, вот мы сделали воздушную петлю подъема, и вот с этой петли начинаем вязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот последняя петля, 8, прямо тут перед боковой частью. 8. Теперь по боковой части 2 следующие петли, соединительные столбики. Первый, второй. Разворачиваемся на изнаночную сторону и начинаем вязать со второй петли от крючка. Вот вторая петля. Первая у нас вот этот соединитель. Здесь с первой петли начинаем, вяжем. 8 столбиков у нас было. Теперь мы со второй петли от крючка провязываем 1. У нас должно получиться 9 петель теперь. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, последняя угловая 9. Специально показываю вам так подробно, чтобы все было понятно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понятно ли вам все. Делаем воздушную петлю, разворачиваемся и вот с этой первой петли начинаем вязать следующий ряд. Здесь у нас будет тоже 9 петель. По лицевой стороне у нас здесь всегда повторяется, потом 2 соединительных столбика, и по изнаночной будет уже 10 петель. Итак, мы двигаемся вот так вот сюда до этого маркера, точно так же, как в том, только там у нас по лицевой прибавлялось, тут по изнаночной. Вот мы связали боковые части, вот на этом я эту часть закончу. В следующей части мы продолжим уже вязать дальше. Ну а сейчас, друзья, если вам это видео понравилось, напишите, пожалуйста, свой комментарий. Не забудьте подписаться на канал, поставьте свой лайк. Обязательно нажмите на кнопочку подписаться и на колокольчик. Мы с вами будем заканчивать эти ботиночки в других мастер-классах. Они будут такими же подробными. Ну, а я желаю вам ровных и красивых петелек. До новых встреч!